Вас когда-нибудь раздражало то, что вы хороший человек? А может, вы вообще родились в семье правильных, добрых, порядочных людей? Тогда поздравляю, вы наверняка узнали, что в реальности это ни хрена не помогает, а часто только мешает. Не верите? Сейчас убедитесь. Вспомните злодеев. Нет, не киношных, настоящих. Хамов, обманщиков, мошенников, беспринципных, хамоватых, впаривателях фуфла под видом чудо-средства. Дальше можно не продолжать. Суть вы уловили. Эти самые плохие парни плодятся как кролики. Творят дичь, глазом не моргнув, и еще умудряются это как-то оправдывать. Они лезут изо всех щелей, в новостях, в политике, в соцсетях, в офисе, на сцене. Они врут, предают, кидают. И что самое противное, у них толпы фанатов. Посмотрим ближе. Вы ведь видите этих офисных звезд в вашем так называемом дружном коллективе, которые продвигаются по карьерной лестнице, как угорелые, с улыбкой засовывая нож в спину каждому, кто рядом. Руководители, которые утопят свою команду при первом удобном случае. Коллеги, которые гребут деньги из общего бюджета и потом еще поучают всех на корпоративе. И вот в голове назревает логичный вопрос. Так что же, мир действительно заполонили плохие люди? Выгоднее ли с точки зрения экзистенциальных инвестиций быть мерзавцем? И вообще, настигнут ли их последствия их славных дел? Давайте разберемся. Хорошие не равно этичные. Быть хорошим – это не означает быть этичным. Это просто соответствовать общественным ожиданиям. Играть по правилам, даже если эти правила – абсурд. Хороший человек не ворует и не врет. Но он и не думает. Он не задает вопросов. Он боится нарушить любую норму, даже если она идиотская. А вот этичность – это когда у тебя есть внутренний компас. Когда ты знаешь, что правильно, даже если никто не смотрит. Этичные люди ломают тупые правила, но не предают себя. Поэтому-то хорошие и проигрывают. Они не знают, когда надо пойти против течения. Они загоняют себя в коробку и потом еще удивляются, что жизнь не коробка конфет, а скорее мусорный бак, полный акул. Теперь вы понимаете свою ошибку, будучи хорошим человеком. Вы отвлекаетесь на то, чтобы делать социально одобряемые вещи. Ваш выбор сужается, и вы, вероятно, чувствуете некоторое недовольство от необходимости вписываться в рамки. Остерегайтесь. Хорошесть затягивает вас в опасную зону негибкости. Вы перестаете отличать нарушение своего внутреннего кодекса, построенного на этических принципах, от нарушения правил, навязанных вам системами и институтами. Хорошие люди – диванные критики. Они только и делают, что обсуждают, что не так с этим миром. Глобальный энергетический кризис, политические дрязги в их захолустье или вечеринка Ивлеевой – ничто не ускользает от их внимания. Когда дела идут не по их сценарию, они ноют о том, как несправедлив мир к хорошим людям. Знакомо, правда? Они хотят, чтобы Бог покарал плохих парней, чтобы те не мешали заслуженным хорошим людям. Это и есть диванная критика. Вот так и проходит жизнь, в нытье и в надежде на небесную кару. Только мир меняется не от нытья, а от действий. И угадайте, кто действует? Плохие люди, плохие не просто так. Да, они мерзкие. Да, они делают ужасные вещи. Но у них есть цель. Филя, к примеру, оскорбляет, носит уродские наряды, провоцирует, и все ради внимания. И получает его. Эти люди знают, что делают. Они играют по своим правилам и выигрывают. Потому что, в отличие от хороших, они что-то делают. Плохие люди показывают свою мерзкую сторону, потому что у них есть цель. Когда плохиши концентрируются на цели и действуют, Вселенная отвечает, давая им то, что они хотят. Это как наглость, второе счастье, только с оттенком подлости. Хороших людей в мире гораздо больше, чем плохих. Необходимо об этом помнить, чтобы не впадать в депрессуху. Причина, по которой вы не видите хороших, заключается в их пассивности. Хорошие люди зачастую не стремятся как-то заметно повлиять на мир. Плохие – другое дело. Они действуют и поэтому оказывают влияние, пусть и плохое. Действие побеждает пассивность, поэтому плохой парень выигрывает чаще. Это как если бы хорошие сидели в зрительном зале и тихонько возмущались, а плохие выбегали на сцену и устраивали там хрен знает что, привлекая всеобщее внимание. Но есть и напоминание для циника внутри нас. Вселенная нейтральна, она не на стороне плохих или хороших. Она как зеркало.
отражает то, что ты в нее посылаешь. Поэтому если ты сеешь подлость, рано или поздно она к тебе вернется. Это значит, что карма настигает плохих парней рано или поздно. То зло, которое они сеют вокруг, возвращается к ним бумерангом и приводит к их окончательному падению. Плохие люди не могут вечно безнаказанно творить свои грязные дела. Но Вселенная не будет мстить за вас. Она просто ждет, когда вы начнете действовать. Но иногда появляется человек, который этичен, не осуждает других и при этом стремится изменить мир. Именно такие люди входят в историю, меняя мир своими поступками. История полна примеров выдающихся людей, которые сделали мир лучше своей добротой и настойчивостью. Эти люди не просто говорили о добре, они действовали. Вопрос в том, вы будете лишь сотрясать воздух или совершите поступки, которые, может, и не сделают вас легендой, но покажут, что вы настоящие люди. Выбор за вами. И помните, Вселенная – это не бездушный банкомат, выдающий награды за плохое поведение. Рано или поздно всем придется заплатить по счетам. Если у вас есть желание, подпишитесь на канал. Выбор за вами, как, впрочем, и всегда.